Здравствуйте. Сегодня очень любопытную комбинацию, которую мне прислала Полина Петрусева, которая могла быть в партии. К сожалению, она не была проведена. Вот эта позиция, то есть игралась на платформе Лидравса. Полина Петрусева играла с Даном 12, ну я не знаю, кто это по фамилии, к сожалению, если будет, то есть в комментариях мне укажут, кто это, то я буду очень рад. Кстати, по-моему, даже играл тоже на Лидравсе, играл с Даном 12. Достаточно неплохой игрок. И вот позиция. Черные пошли 23-29. Ну вот Полина не провела комбинацию. Ну вот давайте так. Может кто-то даже поставит на паузу. Комбинация очень красивая. Супер красивая. То есть спасибо, что мне Полина прислала вот эту комбинацию. Смотрите, 28-23. Честно говоря, я тут решал, но и не видел комбинации. Вот абсолютно, честно скажу. То есть здесь надо было. И, кстати, компьютер здесь вот, ну, как компьютер не совсем тоже видел. Ну, наверное, потом при аналитике, может, как-то, я не знаю, вот не спросил, как нашлась эта комбинация. Возможно, что при аналитике при какой-то, возможно, что компьютер на Лидравсе показывал, то есть при аналитике. 11/6, 39. Ну, действительно, реально супер комбинация. Просто супер комбинация. От Полины Петрусевой, которая не провела, к сожалению. Ну и вот бой такой. Видите, кругом. То есть раз и раз. Ну вот супер комбинация. Давайте посмотрим начало партии, как играли, разыгрывали тут. Ну, дебют стандартный, в принципе. То есть розыгрыш стандартный, 34-29, 20-25. Вторжение 20-20, 27-22. Ну, часто очень играют вот дебюты вот эти есть 31, 26, 36, 31. То есть вторгаются, ну и тут тоже вторгаются, но вот особенно в Rapid, наверное, и стоит вторгаться, честно говоря. Не знаю, момент такой, чтобы получить интересную именно игру. 16-21, ну здесь есть вот эти моменты, давайте я вам покажу. 36-31 нельзя. Я, кстати, когда-то в серьезной партии так вот выиграл, то есть была позиция похожая. И здесь такая комбинация вот. Второй момент, если бы было, то есть так, давайте как это мне объяснить получше. Здесь было бы шашка 50, именно не 49, 50-44, то был бы удар вот этот 19-23, бой 2, ну и выбивает эту шашку и бьет на 50. Поэтому нету, так сейчас вот нету, и поэтому ходят именно 49-44, давайте где он покажу, ну вот 49-43. Хотя вот с этой вот позиции получается, да, 49-43, то есть автоматически 50-ки даже и не было. То есть там при другом разыгрывании чуть дебюта может быть вот эта комбинация. Но это я вам так сказал, чтобы вы знали. Хотя, наверное, многие смотрящие и вот видео уже знают это все. 14-20, 36-31. Есть, конечно, здесь тактика, но она тактика плохая, наверное, не очень хорошая. Хотя позиция бы, конечно, интересная вот здесь вот была. Почему интересная? Потому что вот, видите, вот эта группировка стоит, то есть надо было куда-то вторгаться, наверное, было по линии. Поэтому, может, очень интересная бы игра была, но я думаю, что все-таки за белых нормально эту позицию играть. Почему бы ее не играть, потом куда-то 39 пойдем, ну и крепимся здесь. Можно 37-32 сразу, 41. Ну, здесь надо смотреть, то есть здесь варианты есть. Либо вот здесь вот выдвигается 33, 29-39, либо 37 вот сразу выдвинуться, то есть избавиться от этих слабостей. Возможно, что такие варианты есть. То есть 21-26, 41. Ну, уже к дебюту. 22/17. Ну, вот интересное вторжение Полина предприняла, конечно. Потому что есть вот этот вот, то есть дебют, есть
и он как-то не очень хороший. Тут, по-моему, или 7-11, вот мне кажется, или 7-11 все-таки ходит, потому что на 12-18 это такой ход, ну, я бы сказал, не очень хороший в этой позиции. Есть какая-то вот эта идея, но что она здесь не совсем корректная. Ну, давайте я покажу. Идея вот так. Вот с комбинацией есть идея. Так, давайте дальше. Что я хотел по этой позиции показать. По-моему, вот, да, по-моему, все-таки 7-11 более сильный ход. И здесь надо будет как-то 36-31 выходить. То есть сложно достаточно там дебют. И сложная позиция. То есть надо, я бы сказал, знать там, что-то знать желательно. То есть посчитать, особенно в Rapid, наверное, очень тяжело там было бы все. 22/17. То есть разменялись черные. И 19-23. Но вот грозят, и с другой стороны даже вот этот тут ход интересный есть потом. То есть бой сюда и с пропуском дамки. То есть надо вот эту проблему, первая вот эта вот проблема, так, 17/11 и 28-23 надо решить. И вторая проблема может появиться вот эта, 37-31 и бой на 26. Так, 50-44. Ну, сразу проводить, наверное, сразу не стоит. Надо подождать. 50-44. Ну, вот здесь вот, если 7-11, конечно, ходить с черным, что нежелательно. То есть сразу они получают хуже позицию. 36-31 и 32-28. То есть здесь 12-18 было в партии. 17/11. И вот провели белые без шашки, но почти через 2 хода в дамках. То есть вот это ключевое слово почти, но до дамок надо дойти, конечно. Это очень сложно будет, потому что будут постоянно покуда возвращать шашку, но позиция очень интересная. 42-38. То есть если на 6, то, наверное, надо отдавать сразу. Хотя есть какие-то варианты, конечно, интересные. Можно их испугаться, то есть 14-19. Но я думаю, что все-таки, может, отдали бы. И вот здесь какая проблема есть, что хотят все-таки пойти на 29. И надо, наверное, меняться 34-29. И, конечно, позиция, я думаю, что все-таки ничейная. Даже я бы, наверное, предпочел эту позицию за черных играть. Потому что здесь шашки на фланге. То есть они будут сейчас рвать вот этот фланг, и белые еще будут делать ничью. То есть 42-38, 14-19, 47-42 на 28. Ну, вот такая вот интересная партия разворачивалась, такая напряженная достаточно. 36-20-24, 31-26, 9 и 43-39. Ну вот здесь вот, конечно, варианты были очень интересные, я считаю. Но возможно, что все-таки, тем более в Rapid, я извиняюсь, тут не все так просто, конечно, было бы. Ну вот, допустим, 28-22. То есть не все так просто. Вот получаем, допустим, вот эту вот позицию 23-29. Ну, здесь, конечно, она ничейная, я думаю. То есть вроде бы хорошая позиция, но я думаю, что ничейная. То есть вроде бы перспективная очень, ну, перспективная позиция такая у белых, но шашку, то есть сразу не пройдешь в дамке. То есть она держится позиция вот на том, что не пройдешь в дамке, и проблемы есть определенные, конечно. Так, 43-39, 25/30. 44-40, это было в партии, ну и вот эта позиция 23-29, и вот я опять демонстрирую вот этот удар, который был в партии, но, в смысле, был не проведен в партии, я бы сказал, да, не проведен в партии, но вот красивейший удар, конечно, красивейший, редко такое в партии, конечно, бывает. 40-35, 12-18, 26-21.
Здесь, если 11/6 хотите, то есть тактика. Но вот эти вот маленькие тактические проблемы мешают белым быстро очень проникнуть в дамки. 14:20. Партия достаточно напряженная, особенно в рапид, то есть время не сильно хватает, чтобы все посчитать. И поэтому играть, конечно, за обе стороны, я бы сказал, очень сложно. Ну, есть 39, вот эти вот варианты есть. Может, стоило здесь так вот перегруппироваться как-то белым. То есть здесь было на 34, но уже создали проблему достаточно сильную. И сейчас вот идея будет со стороны черных. Очень интересная, конечно, очень интересная идея. 20-25, 48-43. Ну, вот здесь надо было, наверное, 48-42, допустим. Ну, вот эту вот позицию играть. Здесь давайте вот я варианты какие-то покажу. 17-12. Естественно, на 44 не пойдешь, потому что вот эта идея. Предварительно отдают. И вот такая позиция получается, ничейная. То есть 48-43. Смотрите, какая красивая жертва, очень красивая жертва. То есть вот позиция, где получается поровну шашек вроде бы, но черная проводит интересную опять идею. То есть хочу побить, естественно. Но вот эти вот варианты, давайте посмотрим. Допустим, 43, вот здесь вот, конечно, шпиля очень плохие у белых, поэтому не знаю, как это играть, если, ну, здесь без шашки получается. Поэтому надо уходить, и 8-13 пошло. То есть пошла идея, точнее сказать. 48 и вот выиграли черные. То есть белые проиграли эту позицию. Но очень интересная позиция. Была очень интересная комбинация. Ну и вот мало того, что интересная комбинация, так за белых было. И очень интересная, конечно, идея за черных вот была. 18-22 и 7-12 очень интересная идея. То есть такая очень насыщенная, очень красивая партия получилась. Напоминаю, Полина Петрусева играла белыми с ник вот Дан12. Не знаю, кто это в реальности, но ник Дан12. Кстати, как я уже говорил, что играл я. Играла даже, по-моему, на Лидрафсе с ним, но не знаю фамилии, к сожалению. Поэтому, если в комментариях кто знает, то напишите. Итак, до новых встреч.